Всем привет! Герой сегодняшнего видео – это котовник. Я расскажу, что это за растение, какие есть виды, для чего его сажают и о его плюсах и минусах. Котовник – это незаменимое растение для сада. Почему? Потому что он абсолютно неприхотлив, зимостойк, не требует к себе лишнего внимания. Максимум это обрезка летом и под зиму. Также он дает отличное цветовое пятно голубовато-фиолетового цвета в вашем цветнике. Цветет начиная с мая и до самых заморозков, практически без остановки. Может быть, перерыв есть в неделю-две. Единственный перерыв – это максимум. Он образует плотную куртину, которой можно прикрыть оголенные ножки розы или другого растения. А также это отличный медонос, он заманит к вам в сад пчелок и бабочек. Котовник – это травянистое декоративное растение. Существует около 250 видов. Котовник растет в Северной Америке, Европе, в Азии. В зависимости от сорта растение вырастает от 20 сантиметров до 1 метра. Почему называется котовник? Потому что все его части обладают приятным запахом, который действует на кошек, как валерьянка. В ландшафтном дизайне его используют для оформления ракариев, альпинариев, бордюров и различных клумб. Идеально он сочетается с розами, с лавандой, геранью, тысячелистником и шалфеем. Существует 4 основных вида котовника. Первое – это котовник фасана. Это компактное неприхотливое многолетнее растение, которое достигает высоты 20-60 сантиметров. Цветет он с мая и до первых заморозков. Этот вид как раз растет у меня в саду, вы его сейчас видите на видео. Также есть другой вид, это котовник муссини. Он цветет так же, как и котовник фасана, с мая до заморозков, но при этом он обладает высотой до 20 сантиметров, то есть это низкорослое растение. Третий вид – это котовник кошачья мята. Стебли растения могут достигать метра, и котовник обладает приятным лимонным запахом, который действует на кошек как валерьянка. Четвертый вид котовника – это котовник сибирский. Это один из самых высоких котовников, он может достигать метра и более в высоту. Котовник очень неприхотлив, его можно выращивать практически в любом месте сада. Но, тем не менее, лучше выбрать для посадки солнечное место, и почва должна быть известковая. Также нужно обеспечить толстый слой дренажа для котовника, потому что он не любит застоя влаги. Когда котовник отцветает, побеги нужно обрезать примерно наполовину, можно и больше. Это обеспечит в дальнейшем обильное цветение. Котовник называется голубой ковер. Я сеяла семена, получилось очень много всходов. Высаживала я в июне его в открытый грунт. И вот такими куртинками получилось где-то по 5, 6, 7 кустиков. Я сажала на расстоянии 10 сантиметров. И получились такие пятнышки. Очень хорошо он будет смотреться большим массивом. Тогда он будет давать яркое фиолетовое пятно. Единственный недостаток для меня в котовнике – это то, что он разваливается. Вот сколько я видела котовников, все они расползаются, разбредаются. Таких вот прямо стоячих, к сожалению, нет. Но, может быть, для кого-то это и плюс. Еще котовник очень быстро разрастается. Если вам нужно быстро заполнить какую-то проплешину, то вам отлично подойдет это растение. Он сам будет насеиваться, эти цветочки его мелкие отцветают, он выбрасывает семена, и вокруг кустика возникают новые маленькие кустики. То есть размножить его совершенно нет никаких проблем. Котовник очень зимостойкий, поэтому укрытия на зиму он никакого не требует. Спасибо большое за просмотр. До новых встреч в следующих видео. Пока.